Приветствую вас на канале Техревизор. Не знаю, как у вас, но у меня вечная проблема с захламлением устройств всякими файлами, которые понадобятся когда-нибудь потом, или фотографиями, которые вроде как и не нужны, но удалять жалко. Плюс иногда хочется фильмов накачать в поездку, или игры перенести на диск, чтобы освободить место на компе. Думаю, не мне одному знакомы подобные ситуации. Но вот так просто зайти на Яндекс.Маркет и, тыкнув пальцем в небо, купить накопитель – дело рисковое. Все-таки нужен действительно надежный девайс, который будет работать безотказно, быстро, стабильно и долго. В общем, так я и вдохновился сделать рейтинг внешних накопителей. Не стал ограничиваться одними только винчестерами или SSD-шниками. Подобрал по 4 модели и тех, и тех. SSD для тех, кто любит побыстрее, а HDD для тех, кому скорость не так важна. У каждой модели есть разные линейки объемов памяти, чтобы любой смог выбрать подходящий под свои задачи вариант. В общем, давайте я начну рассказывать об участниках рейтинга, а вы пока и лайк поставьте и на канал подпишитесь. Итак, начну я с внешних HDD дисков. 4 место этого раздела занимает Transcend StoreJet 25M3. Этот винчестер прошел испытания на основе военного стандарта, благодаря своей трехуровневой защите. Силиконовый чехол, пластиковый корпус и прорезиненный по периметру сам жесткий диск. Поэтому можно ронять устройство с высоты более 1 метра и не переживать по поводу сохранности. Хотя делать этого, конечно, не рекомендую. Но вот чего точно не рекомендую, так это бросать его в воду. От этого диск никак не защищен. Порт microUSB не закрывается заглушкой и с удовольствием поглощает жидкость. После этого жесткий диск может превратиться в тыкву, поэтому с этим стоит быть поаккуратнее. Помимо USB-порта на корпусе есть еще одна кнопка. Какого-то четкого назначения у нее нет. Вы можете скачать фирменное приложение Transcend Elite и самостоятельно назначить, например, тоже резервное копирование. Ну или ничего не трогать, оставив этой кнопке функцию активации харда. Кстати, о портах. Жесткий диск подключается через USB 3.0. Самый стандартный разъем, который встречается у 90% внешних жестких у нас на рынке. Конечно, бешеных скоростей от него ожидать не стоит. За этим обращайтесь к SSD, о которых мы поговорим чуть позже. Здесь же, прогнав этот Transcend по всяким бенчмаркам типа Crystal Disk Mark, AC, SSD, AIDA, в среднем диск показал около 120 МБ в секунду во время чтения данных и столько же во время записи. Это тоже вполне отличный результат, который нам и обещает USB 3.0. Его достаточно, чтобы перекидывать фотки, файлы, фильмы смотреть. Можно подключить девайс к винде, маку и даже к игровой приставке, запустив с него какую-нибудь приложуху. Конечно, с такой скоростью работы жаловаться особо не на что. Этого вполне достаточно для среднестатистического пользователя. Остается только выбрать объем, подходящий для ваших задач. На Яндекс.Маркете можно найти варианты на 1, 2 и 4 терабайта. Думаю, с этим проблем не возникнет. Третью строчку занимает черный глянцевый малыш WD Elements Portable. Хотя для него это скорее оскорбление. Ведь скорость записи чтения составляет порядка тех же 120 МБ в секунду. А это довольно-таки прилично. Можно перенести 50 ГБ менее чем за 10 минут. Сам жесткий диск без проблем работает с Windows 7, 8, 10, macOS, PlayStation 4 и 5 и Xbox. В этот момент пользователям Windows 11 могло стать немного грустно, но в этом обзоре для вас есть еще более классное предложение, практически за эти же деньги. Конечно, для бесперебойной работы консоли лучше брать SSD-диск, но он и дороже. А этот можно взять на первое время, позже докупив хороший SSD-шник. Кстати, для работы с операционной системой macOS нужно будет переформатировать жесткий диск с NTFS в HFS+. Сделать это совсем не трудно, 3 минуты делов. Еще я бы обратил внимание на работу этого винчестера в целом. Он реально тихий, не издает сильных вибраций, еще и не греется при этом. Как по мне, просто идеальный пациент. Ведь если жесткий диск имеет проблему с нагревом примерно до 55 градусов, долго такая модель не прослужит. А рабочая температура нашего 28-32 градуса. Кстати, ни один из всех 4 участников не имеет настолько низкую температуру, поэтому в нем точно можно с уверенностью хранить важную для вас информацию. При этом он даже не потребует много места. Скромный размер в 110 на 80 на 10 мм отлично подойдет и для дома, и для ежедневных переносок даже в кармане. Правда, носить с собой его нужно аккуратно, он все-таки не имеет такой защиты, как прошлый Transcend, сами видите.
Что уж там, если уронить на асфальт, например, ему скорее всего вилы. Поэтому если и брать такой винчестер, то только будучи уверенным в своем аккуратном использовании и хранении в специально отведенном месте, вдали от детей и животных. Второе место рейтинга занял Seagate Expansion Portable. В его дизайн тоже не вкладывали задачу выживать в жестких условиях, поэтому он выглядит как современная минималистичная плитка. Ну или брусок, форма и объем корпуса зависит от памяти. Такой хард действительно стильно смотрится возле ноута или ПК. И лучше всего где-нибудь в офисе или дома, а не в экстремальных условиях, в каком-то лесу в палатке. Кстати, тут по памяти линейка не сильно ограничена. От 1 до 5 терабайт. Да, нет каких-нибудь крохотных объемов по типу 512 и 256 гигабайт. Но если 256 вообще не серьезно для харда, то на полтерабайта еще куда ни шло. Поэтому если вам нужна именно половинка, то смотрите дальше, там есть подходящие для вас экземпляры. Причем не только HDD, но и SSD. До них ведь совсем немного осталось. Этот же Seagate в остальном ничем не удивляет. Также подключается к устройству через USB 3.0 и развивает плюс-минус те же скорости на запись и чтение. Это что-то около 130 мегабайт в секунду. USB 3.0 ведь ограничен скоростью в 5 гигабит в секунду, поэтому больше ожидать и не приходится. Точно так же можно подключить к ПК, Маку и консоли. Запускайте с него фильмы во время долгой дороги, переносите фотографии, файлы, чтобы случайно не удалить и не потерять ничего важного. Запускайте игры, чтобы не занимать ими место. В общем, этот винчестер предназначен для самой обычной рутинной эксплуатации. Да, не в адских условиях, а в уютных и домашних. Но для адских вы можете остановиться на уже знакомом вам Transcend StoreJet 25M3. И первое место среди HDD-дисков занимает Toshiba Canvio Basis. Вокруг этого диска сложилась достаточно спорная репутация. Он словил много хейта из-за высоких температур во время долгой беспрерывной работы. Но лично мое мнение по поводу подобных ситуаций – чистой воды брак и не более. Видимо, на рынок вышла партия с большим числом неисправных устройств. Не совсем понимаю, зачем наводить такую панику и истерику. Диск ведь сам по себе хороший. Можно же просто сдать по гарантии и не парить себе мозги. Но это уже дело индивидуальное. Главное, что сейчас с этим нет никаких проблем. В длительной работе даже с крупными файлами, будь то фильмы 4К или пару сотен гигов фоток, диск тихо, без вибраций и перегревов просто занимается своим делом. И нам остается ему только не мешать. Скорость работы у него точно такая же, как и у всех, в районе 120-140 мегабайт в секунду. Конечно, еще влияет фактор занятого пространства. Если вы забили 800 гигабайт из 950 возможных, то последние мегабайты будут даваться медленнее. Такова особенность всех накопителей. Также перед покупкой этого харда желательно заранее проверить совместимость с вашей операционкой. Он не будет работать с Windows 7 и более старыми версиями. Зато с удовольствием запустится на macOS. Но после форматирования, само собой. По внешней же части мне сказать нечего. Материал диска матовый и глянцевый черный пластик, который, кроме декоративной, толком никакой функции не выполняет. Зато благодаря этому очень компактный вне зависимости от объема памяти. Кстати, у него есть версия на 512 гигабайт. Кому надо, welcome на Яндекс.Маркет. Ну и плюс еще варианты на 1 и 2 терабайта. Думаю, этого вполне достаточно для закрытия потребностей большинства. Поэтому теперь можем со спокойной душой приступить к рассмотрению внешних SSD-накопителей. Настало время реально быстрых накопителей. Открывает эту категорию топа ADATA SE760. И если для вас 120-140 мегабайт в секунду сущие пустяки, которых недостаточно, чтобы решить ваши задачи, то вот, пожалуйста, SSD-шник, скорость работы которого достигает 1000 мегабайт в секунду при записи и чтении. Конечно, этот параметр тоже может измениться в меньшую и большую сторону, в зависимости от занятого пространства на диске и в общем от файла, с которым он работает. Казалось бы, такой маленький девайс, чуть ли не как флешка, а столько мощи внутри. Про винчестеры такого точно не скажешь. Плюс еще у ADATA алюминиевый корпус, который толком не изнашивается, если хотя бы немного бережно обращаться с устройством. Но торцы пластиковые. На одном из них расположился вход USB Type-C. В комплекте идут два отличных кабеля с USB-C на USB-A и с USB-C на USB-C. Поэтому подключиться можно к любому устройству. Но примечательно здесь другое – версия этого USB.
И это у нас не привычный USB 3.0, а модернизированный USB 3.2 второго поколения. По сравнению с USB 3.0, у 3.2 второго поколения в 2 раза выше пропускная способность – до 10 гигабит в секунду. За счет этого скорость работы SSD-шника не ограничивается 125 мегабайтами в секунду. В общем, отличный внешний SSD-накопитель, которого хватит вообще для любых задач с высокой скоростью записи и чтения. Запускайте игры на консоли, ПК, загружайте фильмы, тонны фотографий и документов. Остается только выбрать нужный объем. На Яндекс.Маркете есть модели на 256, 512 гигабайт, на 1 и 2 терабайта. В этом плане проблем никаких. Третью строчку занимает NITAC ZX20. Это тоже компактный SSD-накопитель, только у него корпус полностью из пластика, и на флешку он смахивает меньше. Хотя что-то общее между этими устройствами есть. Например, кольцо, за которое его можно куда-нибудь прицепить, чтобы не посеять такой маленький девайс. На нижней грани у него также разместился USB-C. К нему в комплекте тоже идут 2 кабеля, как и у прошлого ADATA. Так что с подключением никаких проблем не будет. Диск совместим с Windows, Mac, Linux и Android. Но самое примечательное – скорость его работы, так как здесь установлен улучшенный порт USB 3.2 второго поколения. Все его улучшение состоит в увеличении пропускной способности в 2 раза. Поэтому NITAC ZX20 способен разогнаться до бешеных показателей. В тех же бенчмарках Crystal Disk Mark EAS SSD максимум из него удалось выжать 2000 мегабайт на чтение и около 1700 на запись. То есть практически за счет улучшенного USB мы получаем скорость работы почти в 2 раза выше. Но, конечно, никто не гарантирует вам, что диск всегда будет работать на этих скоростях. Многое зависит от занятого пространства на диске и объема файла, с которым он взаимодействует. Ну и небольшим недостатком я считаю емкость этого диска. Производитель предлагает на выбор только 2 варианта – на 512 гигабайт и на 1 терабайт. Вообще не разгуляешься. Хотя если вам другого и не надо, то никаких проблем. Можно смело остановиться и на этом накопителе. Второе место я отдал Samsung T7. Samsung все-таки один из лучших, кто соображает, как создавать надежные SSD, что внешние, что внутренние. Внутрь устанавливают проверенные и дорогие контроллеры, ячейки памяти, чтобы у пользователя 100% не возникла ситуации, когда диск внезапно умирает. Да так, что еще и все файлы с собой на тот свет забирает. Об этом Samsung, конечно, беспокоится больше всех. Поэтому и охлаждается этот диск очень хорошо. Горячим во время работы не становится, иначе, если бы он грелся как зараза, долго бы не прожил. А у него еще и корпус металлический, ой, как неприятно было бы брать его в руки после долгого использования. Возможно, этим же объясняется и скорость его работы. На торце нас встречает USB 3.2 второго поколения. Самый обычный, на 10 гигабит в секунду, без всяких улучшайзингов. Тем не менее, это 10 гигабит в секунду. Перевести в мегабайты так получится 1250, что тоже как бы приличный уровень. Хотя скорость работы этого диска никак не дойдет до 2000 мегабайт в секунду, как у прошлого NITAC. Этот Samsung на тестах выдал стабильные 1000 мегабайт, что на чтение, что на запись. Но это именно стабильные 1000 мегабайт. То есть Samsung сделал так, что ни занятое пространство, ни объем файла не влияют на скорость работы. И вот за это респект, так как мало кто таким может похвастаться. Поэтому если вам нужен максимально надежный и стабильный внешний диск, этот Samsung точно может стать кандидатом. Плюс он подключается к любому устройству и системе. В этом плане нет вообще никаких ограничений. Только кабель нужный подберите, и можно пользоваться. Ну и по объему памяти, думаю, вы договоритесь. Диск поставляется на 512 гигабайт, 1 и 2 терабайта. Кому нужна версия пожирнее, можете посмотреть в сторону последнего на сегодня SSD-шника. Лучшим внешним SSD-диском стал Kingston XS 2000. И у него есть версия на 4 терабайта. Думаю, этого точно достаточно для каких-то незаурядных целей. Большинству такое, конечно, не интересно. Но и более мелкие объемы на 500 гигов 1 и 2 терабайта тоже есть в наличии. Поэтому объемов памяти здесь предостаточно. На самом деле немного забавно называть эту флешку размером со спичечный коробок прям целым SSD-диском. Он же реально супер компактный. Прошлый Samsung был внушительным по размерам, прям действительно целый накопитель. Этот же свисток действительно можно и с флешкой перепутать. По внутрянке у этого SSD-шника стоят плюс-минус те же компоненты, что и у прошлого Samsung.
Kingston все-таки тоже соображает в накопителях и памяти, и им можно доверять. Поэтому это устройство я тоже смело могу назвать надежным. Хотя любой диск из этого рейтинга не имеет проблем с внезапным отключением, каким-то торможением и потерей файлов. Просто не у всех дисков мне удалось узнать, что находится внутри, так как производитель просто не сообщает эту инфу. Kingston же стесняться не стал и выдал всю подноготную. Поэтому я смело могу сказать, что переживать тут просто не о чем. Диск точно так же не греется, не отваливается, не тормозит, но плюс к тому еще и быстро работает. Здесь Kingston решил брать не только надежностью, как Samsung, но и максимальной скоростью работы. Подключается SSD-шник по интерфейсу USB 3.2 второго поколения на 2. То есть, как помните, это вдвое больше пропускной способности. И на тестах бенчмарков Kingston подтвердил, что может и читать, и записывать на 2000 мегабайт в секунду. Поэтому, если вам важна не только надежность, но и максимально высокая скорость работы, рассмотрите Kingston XS 2000. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.